Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра и благодатной погоды вам. Впереди новолуние, уже вот-вот оно будет, и мы сегодня рассмотрим те дела, которые мы можем еще завершить в определенные дни до этого момента, ну и что нельзя делать в дни черной луны, а также в само новолуние. Как всегда, начнем с агрогороскопа. Итак, 21-22 это энергии убывающей Луны, завершающей фазы Луны, лунного месяца, будут находиться в знаке Лев 21-22 сентября. И сразу же хочу предупредить, что Луна без курса 22 будет с 14 часов 9 минут и до конца суток. Поэтому, если вы запланировали, а это у нас просьба поступает из северных регионов, если вы запланировали посадить озимые луки, чеснок в открытом грунте, ну и хотите в теплице, допустим, посадить на витаминную зелень, то нужно 21 весь световой день, ну, если у вас вечером можно что-то делать, делайте, включайте свет, можете высадить в теплице озимый лук-чеснок, ну, а в открытом грунте 21 весь световой день, а 22 до 13 часов, до того момента, когда еще будет продуктивное время этого знака. Напоминаю, лев покровительствует луку и чесноку. С рассадой в это время мы не работаем. Для цветов и комнатных цветов, комнатных растений актуальна в это время защита от вредителей и болезней. Снова же поступают вопросы, что делать, как быстро отреагировать. Нанесли в дом белокрылки, тли, пожалуйста, профилактика и используйте биопрепараты. Это всегда помогает. Поливы в дни стихии огня бесполезны, растения заняты другими делами. Но, естественно, подкормки в это время тоже не проводим. Для сада, вот, пожалуйста, обратите внимание, для сада очень важные будут дела 21 и 22, потому что это время как раз хорошее для зеленых операций, старайтесь их завершить, для обрезок различных. Это и период четвертой фазы, прекрасно перед новолунием, и знак хороший, быстро раны заживают и нет инфицирования. А также не забывайте, что это хорошее время для уборки урожая и закладки на хранение. Зеленые операции для всех растений, не только садовых, хорошее время. Сбор урожая для всех плодов, ягод, огорода, сада, всего, что у вас есть, собираем. Кстати, и семена можете собирать в это время. Заготовки. Очень хорошее время для заготовок. Это и консервация, и сушка, заморозка. Прекрасное время. Постарайтесь завершить 22-го. Хотя это среда, четверг, вот эти 2 дня, но далее к выходным поближе, то есть пятница, суббота, воскресенье будет нехорошее время для заготовок. Квашение капусты не проводим в знаке огня, потому что она получается жесткой и горькой. А вот настойки любые, и лекарственные, и просто ягодные, виноградное вино в это время хорошо делать. Вот это прекрасный период. Сбор лекарственных трав желательно собирается в это время в четвертой фазе корни лекарственных трав. Рыбалка во Льве не получается, это снова же мнение наших друзей, которые занимаются рыболовлей. Для комнатных овощей то же самое. Очень актуальна защита от вредителей и от болезней. А теперь рассмотрим очень важные дни 23 до 4 25. Дева будет уже вступать в свои права после 10 часов, но до 10 часов 54 минут это Луна без курса, поэтому там мы ничего, как и во Льве, здесь вообще ничего не сеем и не высаживаем. А вот, кстати, с рассадой не работаем все дни. Это у нас время, напоминаю, что впереди новолуние. Начинается Геката 24 с 0 часов 56 минут, время киевское. А также продолжается Геката, то есть черная луна, и 25-го. Тоже в Деве вечером только будет переход в Весы в 19:44. Но практически энергии одинаковые для этих дней. Что здесь важно знать, что мы
Не сеем, не высаживаем рассаду, любую. И, естественно, не высаживаем саженцы садовых растений, даже декоративные. Ни в коем случае это не делайте в этот период. Для цветов 23-го можно после 11 часов уже поливать. Видите, в переход в знак Дева можно. А Дева это очень хорошее время для поливов. И, естественно, для цветов и для комнатных растений защита от вредителей и от болезней, кроме поливов хорошо. Поливы с 11 часов, подкормки не проводим. Напоминаю, впереди новолуние, и в новолуние, в дни черной луны, и перед этим растения готовятся. Вот своеобразное умирание растений до всего, и затем рождение нового. Поэтому в этот период подкормки бесполезны, они не дают результата. Для сада актуальна защита от вредителей, от болезней. Вот здесь, видите, уже зеленые операции нельзя проводить. Собирать урожай для хранения, для переработки нельзя. Можете только столько, сколько вам нужно съесть. Заготовки тоже не проводим. Квашение капусты в Деве отвратительное. Настойки не делаем, сбор лекарственных трав тоже. А вот рыбалка... Единственное, что в это время хорошо, снова же по мнению наших друзей, для комнатных овощей после 11 часов хорошо уже поливать растения до конца суток и защищать от вредителей, от болезней. То эти 2 дня практически снова же одинаковые. И здесь полностью все дни и 24 и 25. 25 только до 16 часов можно поливать. Ну а сейчас другие рассмотрим работы для цветов и для комнатных цветов. Поливы, защита от вредителей, от болезней. Поливы до 16. Вот поливы здесь все сутки, а здесь до 16 часов 25-го. Подкормки ни в коем случае не проводим. Для сада, там где засуха, пожалуйста, поливайте растения. Поливы, поливы, поливы. И 24 и 25. Ну и защита от вредителей и болезней. Зеленые операции в это время не проводим. Это знак Девы. Дева не любит это мероприятие, агроприем. Собирать урожай нельзя для длительного хранения и перерабатывать его тоже нельзя. Качество очень плохое и очень быстро портится продукция. Квашение капусты в это время не проводим, настойки тоже не делаем, сбор лекарственных трав тоже не рекомендуется. Хотя, казалось бы, это время уже и дней корней, но здесь черная луна Геката – это бесполезная трата наших лекарственных растений, поэтому пропускаем. А вот рыбалка в это время должна быть хорошая, на нее как раз запланировано время наших друзей. Но для комнатных овощей эти 2 дня очень хорошие для защиты от вредителей и болезней, а также поливы. Но здесь поливы у нас до 16 часов 25 сентября, пожалуйста, полейте растения до 16-го. Затем будет переход в знак стихии воздуха, весы, поэтому поливы будут запрещены. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 21 по 25 сентября. Напоминаю, время киевское. Итак, что в эти дни за энергии будут планировать нашу работу, вернее, руководить нашими действиями? Что мы должны знать? 21 у нас, 21 сентября, Венера в оппозиции к Нептуну. И Меркурий, кстати, у нас ретроградный до 2 октября, поэтому сразу же по поводу действий каких-то в отношении покупок крупных и дел это все отменяется. Далее, 22-го Луна формирует Тау-квадрат на Сатурн-Уран. Очень интересное время. Здесь будут очень интересные энергии, возможны такие головные боли, желание спать. Это тоже учтите на 22-е. 23-го день осеннего равноденствия. Очень тоже сильный энергетический день. 24-го начинается время черной луны. И 25-го тоже черная луна. Ну и Меркурий у нас ретроградный. Поэтому начало дела, нового дела и покупки здесь у нас везде нет, нет, нет. Что касается печки или же камин, который вы разжигаете, то очень хорошо делать первое протапливание именно во Льве 21 и 22. Ну и будьте внимательны, в это время могут быть экстренные такие пожары, связанные с неотремонтированной электропроводкой. Будьте осторожны с газом и с разжиганием костров.
очень внимательны будьте 21-22. Стрижка ногтей и стрижка волос очень хорошо. Особенно для тех во льве, кто не хочет, чтобы быстро росли волосы, можно будет провести стрижку волос. Ну и стрижка ногтей в это время тоже не так быстро растут ногти. А вот покраску волос перенесите на другое время. Во льве нельзя это делать, очень горят волосы. Мыть волосы в это время очень хорошо. Уход за кожей, то есть питательные маски, бесполезные в дни стихии огня. Очистка кожи у нас продолжается, и уже через 3 дня еще, то есть у нас утром 25-го, мы об этом чуть-чуть позже поговорим, завершится. Очищение организма в это время не проводим. Организм ослаблен, и в этот период лучше питать свое тело, свои органы, системы витаминами, различными салатами. Ну, побольше есть овощи и фрукты. Вот это очень хорошо. Вот так что очищение организма, то, что делали на убывающей уже завершилось. Рукоделие в это время прекрасно получается. Тесто нужно добавлять жидкость или уменьшать количество жидкости для того, чтобы хорошее тесто было. Потому что по рецепту получается, что суховатое. Поэтому я все время добавляю чуть-чуть больше жидкости. Стирка и уборка. Пишу нет. Качества никакого. Пятна как были, так и остается. Ну и уборка тоже очень быстро высыхает. То, что ты стираешь, то есть моешь. Это касается тоже стирки. Качество плохое, поэтому я не делаю вот этот акцент уборки на 21-22 сентября. А вот ремонт можно делать в знаке Лев, очень хорошо сохнет. Красивые получаются побелки, покраски. Очень хорошее время для этого дела. И проветривать вещи тоже очень хорошо в этот период. Ну, а теперь немножечко опущу, вот так, чтобы было видно до конца все рубрики. Пятница, суббота и воскресенье. Здесь у нас разнообразие, поэтому давайте вот 23 рассмотрим вот этот день. Это будет у нас энергии уже Девы, хотя это будет 10:55, но энергии 6 часов наслаиваются на 23 число, значит, минус 6 часов, и это получается, что здесь энергии Девы уже наслаиваются на энергии Льва. Ну и вот что в это время, тем более, что это день осеннего равноденствия, никаких дел, никаких покупок, а вот с печкой может быть проблемы, может быть дым. Постарайтесь разжигать камин и печку в эти дни, а здесь, если уже это сделано, то возможен дым, поэтому по чуть-чуть добавляйте в печку каких-либо материалов горючих. Это может быть немного бумаги, сухой спирт. Прогорит и увидите дым из дымаря, вот тогда уже потихонечку разжигайте больше и больше, увеличивайте количество дров. Стрижка волос тоже хорошо в этот период, в Деве, Леве, Дева. Стрижка ногтей прекрасно. Покраска волос. Вот здесь, видите, вот на этой неделе можно красить волосы только 23-го. Мыть волосы хорошо, уход за кожей, да. Очистка кожи продолжается, очищения организма нет. Рукоделие тоже очень хорошо, и Леви Дева здесь наслаивается энергия. А вот с тестом норма как раз по рецепту. Вот стирать и убирать, вот это хорошее время. Как раз смотрю, что стирка и уборка с суббота-воскресенье попадают в очень хорошие дни, так что далее будем тоже говорить об этом, что это положительные и позитивные работы будут в этот день, и хороший результат получим. Ну, а ремонт и проветривание вещей не проводим в эти дни. Да, в данном случае щетки остаются, качество плохое ремонтных работ, и вещи притягивают влагу и неприятные осенние запахи. Ну и вот 24-25 сентября в знаке Девы, время черной луны, что здесь можно делать? А здесь стричь волосы нельзя. Это черная луна, у нас и так энергии почти нету, завершается месяц, умирание идет в это время, не надо беспокоить волосы, не надо стричь ногти, не надо красить волосы. Вот мыть волосы можно в это время. Уход за кожей у нас в дни Девы очень хорошо, независимо от того, какие это фазы Луны.
нормально можно работать с масками. Очистка кожи завершается, смотрите, она завершается 25 сентября утром. Это завершающая манипуляция для очистки кожи. Очищение организма не проводим в эти дни. Рукоделие прекрасно. Конечно, новых идей нету, но вот творить, усидчивости, творческого потенциала здесь еще хватает. Потихонечку делаем свои красивые работы. Для теста норма, стирка, уборка, конечно, прекрасное время для этого времени. Ну а ремонт и проветривание вещей, они здесь будут некачественными. Продолжаем рубрику «Луна для здоровья». 21, 22 и до 12 часов, еще будут даже чуть позже, до обеда, будут работать энергии льва. Огонь – это стихия огня. Ну, а лев отвечает за главное в нашем теле, за сердце. Это главный орган. И также уязвимы в эти дни, кроме сердца, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, сердечно-сосудистая система. Практически все наше тело будет в это время уязвимо различным энергиям, тем более, что впереди новолуние. Поэтому будьте внимательны в это время к своему организму. В дни нахождения Луны в знаке Лев ни в коем случае нельзя проводить кардиологические операции. Это только если какие-то экстремальные ситуации и нужно это делать. Ну и напоминаю, что в это время обостряются все сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Поэтому возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, а также инфаркты. Что можно в это время? А можно посещать офтальмолога, можно только лечить инсульты и тромбоэмболию, гипертонию, мигрени. А теперь рассмотрим еще 3 дня. Это 23, 24 и 25. 23 после перехода Луны из знака Лев в Деву. Это будет уже чистая энергия Девы после 11 часов, чуть позже. Но все равно энергии Девы будут ощущаться и утром. Тем более это день осеннего равноденствия, день особого напряжения. Будьте внимательны к своему здоровью. Ну а кроме этого в Деве далее и 24 и 25 будут уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. Будьте внимательны. При Луне в знаке Дева нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. По мере возможности лучше отказаться от операций любых. Здесь время черной Луны. Это нехорошее время для внедрения в наши тела и для того, чтобы что-то делать с нашими органами. Лучше провести это в мире и покое. Но что можно делать? Здесь суббота-воскресенье, навряд ли можно сдавать в это время анализы, проходить врачей, заключать какие-то, получать заключения по своим заболеваниям, заключения врачей. Ну, это лучшее время для медицинской диагностики. Но так как это выходные, поэтому берегите себя, ведите себя спокойно, будьте в мире с собой, со своими родными, близкими, тепла, уюта, мира в вашем доме. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Надеемся, вся информация, предоставленная в этом выпуске, полезна для вас. Ну а мы прощаемся всего-навсего с вами. До следующего видео на нашем канале. Всего вам самого-самого доброго. Пока-пока.